Есть телефон или планшет на андроиде? Прими участие в бета-тестировании официального бесплатного приложения от Вспышки. Ничего сложного, заходи на Вспышка Клаб, устанавливай приложение и помоги нам стать лучше. Дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка в продолжении нашего с вами разговора о такой замечательной штуке, как победа, удовольствие или рейтинг. И я хочу поговорить с вами как раз о третьей части, о рейтинге. Должен вам сказать, что результаты опроса меня порадовали. 85% интересует победу или удовольствие от игры, что, в общем-то, соизмеримо. Для мужика очень важно победить. И, соответственно, от этого он получает удовольствие. Все это взаимосвязано. А вот рейтинг — это уже синтетика. Это не настоящее. Это то, что придумал другой какой-то игрок и предложил формулу всем остальным. Говорит: эй, ребят, смотрите, вот эта формула, типа, вы по ней, если будете поставлять числа, будете неплохо меряться пипирками. И тогда, если у вас 55,1% победы и 55,0% побед, вы сможете прям сильно выделиться, показав, что вы клевые и великолепны. На мой взгляд, все это херня. Во-первых, это все должно помереть после ввода ролевой системы и изменения ценностей игроков в бою, на поле боя. Это во-первых. Во-вторых, любой рейтинг херня, если его можно бустить. Причем бустить бессовестно. Очень много. К примеру, ты сыграл один бой и дальше можешь 5-7 боев слить в ноль. И у тебя будет все равно рейтинг, как у фиолетового игрока. Сейчас, быть может, я для кого-то говорю дикие вещи, но у меня здесь собрана определенная база уже. Вот есть танк МТ-25. Есть сайт VN Efficiency.net, который нам дает примерно средние значения ожидаемого урона, ожидаемого количества фрагов, а именно эти два столбика являются основными в формуле VN8. Если вы никогда не разбирались, то это очень странно, если вы вдруг следите за VN8 и не знаете, что вообще, как формула выглядит. Соответственно, и исходя из этого, исходя из этих чисел, и здесь первый стоит, на удивление, мой любимый МТ-25. Ну, может, не на удивление, может, просто потому, что сложный танк, и люди на нем не умеют играть. И вот здесь стоит данное количество фрагов. 0,55 в среднем за бой. Соответственно, где-то за 4 боя мы должны делать 2 фрага. В среднем. Отсюда берется эта цифра. Вот. И, соответственно, в среднем за 4 боя мы должны там нанести либо 1600 урона, а потом 0,0000, либо по 800 урона в 2 боях и в 2 боях по нулю, и будет там среднее ожидаемое значение 415. И так вот, если дважды, а лучше больше, эти значения бустить, ну, то есть набивать в бою 830 урона и делать 1, а лучше 2 фрага, то ваша статка будет фиолетовой, ребят. Все очень просто. Очень просто. Вот есть условия задачи, а теперь давайте ее решить. Должен сказать, вот здесь есть у меня такая программка, называется вот Reply Analyzer. Я вытянул свои бои на МТ-25, как вы видите, большинство из них там сыграны в июне, некоторые вот прям вчера, недавно, совсем недавно. И здесь много боев на мастеров, некоторые из них длились 3 минуты. Вот, к примеру, вот конкретно этот бой я вам показал в видео с вопросом. Вы можете его прямо сейчас открыть, да и посмотреть. И чтобы не быть голословным, в этом бою мной было набито 32 731 единица ВН-8. Я это получил за 7 фрагом и 2931 урон. Это не 400 урона, это 3935. Соответственно, вот примерно та самая история, о которой я говорю, ВН-8 3500. Ну, вот это фиолетовая стата, да, с 3000 начинается. 710 урона и 1 фраг. Мы сделали 1 фраг и не дотянули до двукратного. Получили 3500. Но, если мы делаем больше фрагов, если мы наносим больше урона, то мы получаем цифры 16 тысяч ВН-8, 12 тысяч ВН-8, 10 тысяч ВН-8. Как вы видите, я вполне стабильно могу выдавать такие реплеи. Да, понятное дело, надо подзарядиться, надо зарядить голду. Но те ребята, которые нацелены на статистику, они заряжают голду. Они готовы заряжать ее на 100% боев. Давайте взглянем на пару боев, чтобы понять вообще, что происходит в этих самых боях. И я постараюсь вам
тем, кто действительно, ну, кому важен ВН-8. Может быть, я, конечно, не понимаю внутреннее стремление игроков чем-то выделиться, может, я уже просто пересек эту черту давным-давно. Мне не важно, я уже там добился всего, чего только можно в игре. Но для кого-то очень важен этот ВН. Ребят, смотрите, учу, показываю, что нужно делать, чтобы ВН-8 ваш рос. Итак, для начала мы падаем вниз на топи и начинаем светить. Первое дело. Мы начинаем светить. Я очень хочу увидеть, кто там есть. После этого я понимаю, что за мной мало кто может броситься, кроме ЛТшек. Я начинаю драться с ЛТшками. Я начинаю перестреливаться с Чаффи и пока отрезаю его непосредственно от его команды, чуть подтараниваю, понимаю, что у меня стоит мастер тарана, и я развалю его вообще в щину и убиваю этот самый Чаффи. Происходит следующая информация. Дальше ВКшка приезжает, переворачивается, я начинаю с ней играться, его нельзя уже таранить. Здесь я на самом деле, друзья мои, чинюсь, баг реплея, который показывает о том, что я не починен, и разваливаю еще и ВК-2801. Все на основном снаряде. Мы убили уже двоих и набили 972 урона. У нас уже сейчас около 4000 ВН-8. Уже вот прямо сейчас. Мы зачинили БК, вот баг реплей еще раз скажу. Я, конечно же, БКшечку использовал, и ремки тоже нет. Дальше уже начинается драк. То есть мы показали, кто находится с одной стороны, показали, кто находится с другой стороны. Мы находимся на нижнем респауне, соответственно, можем подъехать и попробовать глянуть. А что же там происходит? Вижу, что ВКшечка находится у меня в простреле, не пробиваю его с первого снаряда, соответственно, заряжаю под калибр и начинаю пенетрировать от души. Он пытается как-то выставиться, но на самом деле... Если бы его не убило Су-100Y, мы бы его еще накидывали. И вот мы, ожидаемые значения урона, мы приблизились к тому, чтобы увеличить их троекратно. Вроде немного, да? 13 выстрелов мы всего лишь сделали результативно. Глобально выстрелов было чуть больше, порядка 18, но 13 из них результативных, и мы уже имеем какой-то плюс. Да, я понимаю, что части игроков просто очень тяжело понять, что перестрелка не обязательно должна вестись непосредственно из положения, когда вас противник видит в упор. Многие не изучили карты и не смотрели тонкосмотры, картосмотры, не знают, что из себя представляет та или иная техника на той или иной карте. Соответственно, они лишены знаний. У меня эти знания есть. У тех, кто следит за моей игрой на ЛТ, эти знания, я надеюсь, тоже есть. И здесь мы можем уже как-то варьировать. Взяли, пропустили Су-101, накидали ей в спину, пропустили за счет того, что она решила газануть на нас. Ну, когда на ваше ЛТ газует, попробуйте зайти в борт. То есть попробуйте газануть в ответ, ну, просто повернув, выбрав приоритетно для поворота ту или иную сторону. Быть может, получится, быть может, нет. Здесь надо проверять. Вижу, что, эксперимент, прошу прощения, простой, уничтожен. Ну и светим КВ-2 и Т-3485. Здесь нам нужно немного осветиться. Если я прямо сейчас поеду, я еще свечусь. Вот пока противник светится, и я свечусь. Соответственно, если он видит, что в последнюю секунду моего отсвета я поехал в куст, ну, он будет туда стрелять на опережение. Поэтому я решаю, обману-ка я его. Аккуратно, не ломая деревья, ну, вот прям направо-налево, назад можно, а вот направо-налево нельзя. Выкатываюсь в кустик и вижу КВ-2. Сложусь и начинаю его пробивать под калибрами. 189 пробития, отличная идея ему так накидать. Пробиваю ему 300 хп, у меня уже 1600. И вижу, что, опа, смотрите, какой красивый дядю к нам привезли. Лови мой финальный подкалибр, забираем себе 3-й фраг. То есть по фрагам мы вообще здесь ВН безумно удивили, по урону мы уже удивили его в несколько раз. Будем останавливаться? Не думаю. Можно на самом деле вот прямо сейчас проиграть, и у нас уже будет десятка. Не меньше десятка. ВН-8 у нас будет. А мы вроде бы не так много-то и сделали. Когда стреляет такой парень, как МТ-25, он наносит мизер повреждений. У него не очень высокий урон. Соответственно, на этот урон очень тихая звуковая сигнализация. И вы не придаете ему значения практически. За счет этого мне или другим игрокам, которые хорошо играют на МТ-25, им остается вот этот фактор неожиданности, фактор того, что приоритет стрельбы на вас переключится не скоро, с запозданием, и вы можете позволить себе набить
2, 3, 4 выстрела до того момента, как на вас обратят вообще хоть какое-нибудь внимание. Ситуация складывается следующим образом. Мы прошли левый фланг, противник прошел правый фланг. Я вижу у базы нашей Т-34-85, вижу также Е-25 здесь. Е-25 разворачивается и дает газу. У нас начинают захватывать базу. Я понимаю, что если я поеду диагонально сбивать базу, то меня может Е-25 где-нибудь поймать, тем более я свечусь. Может АМХ-12Т где-нибудь поймать, ХП у меня 131 хп, не очень много. И решаю, что самое объективно правильное будет встать на захват. Здесь будет победа по захвату. Е-25 решил вернуться назад, но это очень поздно она решила сделать. Молодец, конечно, Т-34-85. Если бы наши союзники не догадались быстренько втроем встать в круг, ну, по меня еще Т-37 и Т-34-85, то мы бы с большой долей вероятности проиграли. Но этого не произошло, и мы победили. Но одновременно с этой победой мы видим ВН-8 16 734 единицы. И если вы хотите, я могу выложить все эти реплеи, вы будете их, в общем-то, пересматривать. Если да, ставьте лайк под этим видео, и я какой-нибудь пачкой скину все эти реплеи по МТ-25. Я здесь брал много мастеров, тем ребятам, которые хотят научиться катать на ЛТ без засвета. Ну, здесь больше так дамажно. Я, конечно, не сильно этими реплеями горжусь. Здесь все очень злобно выстроено с точки зрения рациональности и дамага. И, понятное дело, используются подкалиберные снаряды. Здесь нету души, но есть ВН-8. Вот бездушная такая штука, которая, в общем-то, и на победу тоже по большому счету плевала, потому как здесь есть ряд поражений. Вот поражение раз, два, три, третья степень и мастер. Да, третья степень. 8000 за 2 фрага и 1300 урона. 8000 ВН-8. Еще одна третья степень. 2 фрага, 1700 урона. И здесь уже 10 тысяч. То есть здесь 1008 и 10. Разница в 2000 ВН-8 за, соответственно, 400 урона. Да, вот 400 урона дополнительные при 2 фрагов дало нам такую цифру. И, соответственно, мастер это... Да, это поражение, захват базы. 1800 урона, 7 фрагов на МТ-25 и 12 тысяч ВН-8. Ну, тоже примерно такого количества. Урон на 2000 ВН-8 мы получили за дополнительную какую-то капельку урона и дополнительные 5 фрагов. Все тоже поражение. При этом сказать, что вот прям прикольно, интересно играть такие бои, не прикольно, скучно. Я рад, что 85% бойцов победы свои хотят получать с удовольствием, чтобы было не скучно, чтобы было интересно. Ребят, я очень за нас с вами рад. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео помогло тем, кто следит за рейтингом ВН-8. Держитесь, парни. Всего вам хорошего. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока.